Доброго времени суток всем. Получил я на днях пару новых супериоров, которые были мне интересны. И вот мы здесь. 65-й LT Thundershot. Не буду создавать интригу. СПРС 66 я оставил на сладкое. Первый взгляд на 66-й СПРС выйдет через непродолжительное время, пока даже на воде он не был. Так что все по-честному, все будет вместе с вами. 65-й я взял, потому что с 66-м на потрях в домашних условиях мне все более-менее, хоть и очень интересно, но ясно. А с 65-м абсолютно ничего не понятно. Смотрите. Неснаряженный спиннинг. Он вообще не гнется. Впечатление такое, вот сейчас в холостую, что у него тест, наверное, грамм до 20 при заявленных от 1 до 7. Ну, то, что эта модель держит перегруз, в общем-то, в сети все пишут и все знают. Кто-то говорит 12 грамм плюс приманка, кто-то говорит 14 грамм плюс приманка. Ну, вот на холостой потрях оба варианта точно, что 12, что 14, вполне я в них верю. Ну, из такого, из первого взгляда, так сказать, что интересного. Дизайн остался 77 и 84, то есть увеличенный бэткап. Приятный черный, чисто черный цвет. И, наконец-то, такая редкость на СПРСах и на первых салтиках. Противозахлестный тюльпан, что не может не радовать. Все виды нашей спиннинговой ловли этот спиннинг не боится, так сказать, уже по умолчанию. Колечки не самые маленькие, ну, то есть вполне адекватные. Раннинги, конечно, маленькие, но, по-моему, бывают и поменьше. Да, точно бывает меньше. Здесь никаких трудностей не вызвало снаряжение. Спокойно все проходит и попадает. Стартанул с 1,5-дюймовой танты и 2 грамм на 0,2 плетенке. По забросу вроде проблем нет, но уколоватость, конечно, чувствуется. Есть сенсорность на 2 граммах. По твердому дну стучит. Поклевка. Ну, 2 граммами ловить неинтересно, конечно, им. Хотя и на чуйке можно. И заброс, в принципе, нормальный, и с чувствительностью нет проблем. На полноценном обзоре в более идеальных условиях попробую, конечно, и грамм. Самому интересно. Так вот, по ощущениям, ниже 2 бы я не ставил. Только при очень большой надобности. Вершинка этого спиннинга, насколько я помню, чуть даже толще, чем у 77-го. А это как бы предполагает, по крайней мере, в его тестовом диапазоне лучшую работу с более объемными приманками. Да, 2 грамма стучат, нечего делать, даже на выбросе. Опа, опа. Первый рыбсик. Спиннинг практически не гнется. Ну вот, смотрите. Рыбсик у нас, скорее всего, судачок, судя по сопротивлению. Не знаю, вытащу или нет, там офсет, по идее, должен вытащить. Но спиннинг очень жесткий. И 0,2 плетенка — это
общем-то, самый низ для него. Он просто более тонкую не отработает, как на мой взгляд. Он эту еле отрабатывает, я вам так скажу. Я боюсь за нее, допустим. То есть, если она поработавшая, то вполне может лопнуть сейчас. У меня такое впечатление. Кто там у нас такой? Да, судачок. Иди сюда. Иди сюда, жук. Ну, нормальный такой. Да? Заслужил на фотосессию. Опа. Скажу честно, в программу минимум для первого взгляда на спиннинг не входило показывать его на рыбе. Но раз уж так случилось, придется как-то откомментировать это дело. Честно, у меня такое впечатление, что если бы попалась двушка, то тогда да, этот спиннинг бы как-то работал. Но для этого была бы более толстая, конечно, плетенка. А желательно даже трешка, чтобы попалась. То есть на этих вот 900 граммах, честно, ни о чем. Хотя, конечно, тут момент такой есть в тонкости плетенки. То есть, будь плетенка 0,4, к примеру, я бы сильнее тащил, и, возможно, спиннинг бы нагружался более активно и интересно. Вот. Ну, в общем, 0,2 плетенка — это низ для него. Меньше не надо ставить. Заброс шикарный. Меньше не надо ставить, не отработает он плетенку меньше, только фрикционом разве что. Ну, как бы это не очень приятно обычно. Все равно. Да и смысла нет. Этот спиннинг явно под другие задачи. Нервность, все как надо, но он очень жесткий. Я бы даже сказал, в соотношении тест-рост это вообще самый жесткий СПРС из всей серии. 83-й, который самый тестовый, да, там реальная унцовка. Он на рыбе гнется на полкилошной почти до комля. Работает с ней. Здесь и близко такого не увидел. Просто такая швабра, капец. Так, хочется поставить что-нибудь побольше. Сейчас сделаем. 4 дюйма копия свинга и 6 грамм. Учитывая плетенку, я больше вес сегодня и не брал. А примерно как ведут себя близкие спиннинги, да даже не близкие, на забросе 4-дюймового свинга я представляю. Поэтому интересно вот попробовать, как он себя ведет. Ну блин. Ну, опять же, к забросу вопросов нет. Стук офигенный, просто 6 грамм. Даже на такой парусной приманке. Стучат, соответственно, заявленному тесту в 1,7. Ну, абсолютно спиннинг не напрягается. Это по ощущениям для него где-то в районе середины теста. Наверное, чуть больше середины, учитывая объем приманки по напряжению спиннинга, но где-то рядом. То есть, конечно, ни о каком верхе в 7 грамм тут говорить не приходится. 12 это такой, я так думаю, будет уверенный тест по свинцу верхний.
Насчет 14 надо проверять. Пока не могу подтвердить. Сейчас еще раз кидану в другое место. Другое место, там бывает клюет на такие вещи. Стук просто шикарен. Я понимаю, что 0,2 плетенка и все такое, но да. Вот. То, чего я ждал. Судак пробило в сет. В общем-то, проблем нет. Как вы понимаете. Несмотря на то, что спиннинг не унцовка, не полутораунцовка, не двухунцовка. Если судак активный и клюет, офсет никогда не является для него проблемой. Это не щука, которая там аккуратненько так прикусывает, что с офсета не может снять. Здесь все снимается. Судак меньше, чем предыдущий. Даже. Кочегар. Иди сюда. Иди сюда, дружбанчик. Все честно в рот. По-моему, я тебя уже ловил. И не требуется никакая подсечка. Во-первых, спиннинг жесткий, и при натяжении судак самозасекается. Да плюс просто, когда хватает, он самозасекается в любом случае. Если он нормально клюет полностью, а не там за хвостик и тому подобные вещи. Ну, как видели, судак мелкий, то есть меньше первого, а при этом приманку выбрал более крупную. Вообще спиннинги, которые так ловят на первой рыбалке, нужно оставлять, даже без разговоров. Я еще не определил свое отношение к нему, ну, потому что спиннинг очень экзотичный, даже для эвергриновской продукции очень необычная вещь. Даже не знаю. Его применение я видел как раз по судаку в городе. Жесткий, учитывая реальный тест, его в городе за глаза хватает. Что еще? Опять же, противозахлестный тюльпан и не сильно тонкая вершинка. Можно гонять воблеры в ночное время и не беспокоиться, ну, не сильно беспокоиться, скажем так, о перехлестах за тюльпан. Хорошая универсальная штука, длина комфортная, 65-я, кидает. Вот по забросу я его еще сейчас попробую, тогда скажу точно, но кидает он вполне для своего роста зачетно, несмотря на жесткость такую. Так, переключаемся на что-нибудь прогонистое. Поставил копию 2-дюймового свинга, 6 грамм, те же, которые летели с 4-дюймовым свингом. Хочу сейчас посмотреть, что с забросом. Конечно, с тантой полетела бы дальше, но свинг мне более актуален для этого спиннинга. Ну, 60 метров он кинул сейчас. Я просто знаю по расположению колонн расстояние. Вот. На 6 граммах 60 метров. Ну да, плетенка тонкая, но ну пусть там метр-два будет на 0,3, например, плетенки, которые по джигу ему точно за глаза будет. Если его использовать на воблерах, то можно 0,4. С джигом все понятно, все отлично. Нифига не гнется, зато все в руку. Все как мы любим, в общем. Относительно того же 77-го я сейчас себя особо ущербным не чувствую на забросе.
Кстати, 77 на рыбе помягче. Несмотря на в 3 раза больше написанный тест на нем. Вот и как покупать эти японские спиннинги, если у них вот этот до 7 грамм. Впечатление такое, что у него тест не меньше, чем у того, на котором написано в 3 раза больше. Ну, я не знаю, как будет на более толстой плетенке, на 0,2 все шикарно. Имею в виду чуйку и заброс. По отработке рыбы я бы более уверенно себя чувствовал с 0,25 или 0,3. По джигу сказать, в общем-то, пока мне больше нечего. Остальное будет в основном обзоре. Более тестового воблера, чем Squad 65, у меня с собой нету. Вот, поэтому сейчас его чуть-чуть и погоняю. Твич есть, не валится. И по всей видимости на 90-й Асуре тоже не провалится, хотя это, наверное, будет вверх по упористости. Ну, прикольно. Отлично. По чуйке на воблере я даже как-то не обратил внимания сейчас. Слышно колебания не сильно прям замечательно, честно говоря. Я думал, будет получше, но в общем-то их слышно. Ну, на том же Нимсе 73-м, у которого тест реальный раза в 2 выше, чем в этой палке, на этом воблере чуйка гораздо ощутимее в руку, на игре имеется в виду. Ну вот это, я бы сказал, минус. Я бы хотел бы такой вариант именно как 65-й, с более интересными возможностями по воблеру. Имеется в виду на чуйке тоже. В завершение, что хочу сказать. Спиннинг очень интересный. И вообще вторая половина серии, которая, скорее всего, в 2025 году зафинишировалась лодочной моделью, я говорю о Superior серии, очень интересные и необычные модели. То есть, если первая половина там в разных тестах, но так или иначе конусные колы с вклейками или без, то потом что-то щелкнуло у эвергринов, и они начали делать, ну, как бы такие спиннинги, которые не хочется терять из своей коллекции. Трудно найти им замену или их копию. И этот спиннинг не исключение. Они, начиная с PRS 83-го, начали выпускать модели такие более интересные, более регулярные по строю, более кидучие. А здесь они опа и сделали кол колом. Колище такое, которого, наверное, даже не было среди первых годов выпуска Superior, но там колы были конусные, а этот не конусный. Просто чуть толстостеннее, чем их аналогичные модели, ну, в подобном тестовом диапазоне, тесте, росте. Ну, жесткий просто капец. Даже сравнить не с чем, чтобы было понятно, насколько он жесткий. Вот, а на этом все. Для первого взгляда на спиннинг и так довольно насыщенно получилось. Спасибо рыбе. Встретимся теперь на первом взгляде на 66-й SPRS.
Ну и на полноценных обзорах этих спиннингов. Всем до свидания. Отпускайте рыбу. Пока.